Грецкий орех, этот небольшой плод, содержит внушительный набор полезных веществ. Он снижает холестерин, улучшает обмен веществ и поддерживает здоровье диабетиков. Кроме того, он помогает справиться с вирусными заболеваниями, лишним весом и плохим настроением. И это только незначительная часть огромного списка полезных свойств этого удивительного продукта. В древние времена к этому растению относились с особым уважением. Персы называли его царским, и только правители страны имели право употреблять этот плод в пищу. В Месопотамии буйные ореховые рощи были особой гордостью. Эти деревья являлись частью известных висячих садов Семирамиды. Воспоминания о грецких орехах содержатся в записях вавилонян, в Старом Завете, а также в греческой мифологии. Кстати, именно грекам приписывают первое культивирование воложского дерева. Что интересно, это растение эллины называли персидским или царским орехом. Они использовали его в пищу, в качестве лекарства, а также как краску для волос, тканей и шерсти. Помимо этого, греки считали этот продукт афродизиаком и называли его зернами любви. Почитали грецкий плод и римляне. В руинах храма Исиды в Помпеях археологи также нашли эти орехи. Предполагается, что они были принесены в жертву богине в день извержения Везувия. Питательная ценность. Грецкие орехи, наряду с бразильскими, кешью, фундуком, кедровыми и фисташками, принадлежат к семейству ореховых. Каждый из названных видов обладает множеством питательных веществ. Но если говорить о грецких плодах, то большинство нутриентов содержится в них в количестве, близком к 100% суточным нормам. Например, четверть стакана очищенных плодов – это исключительные порции марганца, меди, молибдена, биотина, омега-3, жирных кислот и множество других компонентов. В грецких орехах содержится более десятка фенольных кислот, многочисленные дубильные вещества, а также широкий спектр флавоноидов. Витамин Е, найденный в грецких орехах, особенно полезен, поскольку вместо более распространенной в природе формы альфа-токоферола, он представлен в виде гамма-токоферола. В этой вариации витамин Е способствует укреплению сердечно-сосудистой системы. Еще одна уникальная особенность этих плодов заключается в следующем: несмотря на высокую калорийность и большое количество жиров, этот продукт является очень питательным, не вызывая при этом ожирения. В грецких ядрах содержится больше полиненасыщенных жиров, которые важны для сердца и сосудов, чем в любых других орехах. Кроме того, в состав этого продукта входят следующие элементы: медь важна для сердца, костей, нервной системы, иммунитета. Фосфор – минерал, необходимый для плотности костей. Фолиевая кислота, особенно нуждаются в ней беременные женщины. Витамин В6, передоксин, важен для иммунитета, нервной системы, предотвращает анемию. Элаговая кислота – антиоксидант, который необходим для правильной работы сердца, предотвращает рак. Катехин – флавоноид, который важен для сердца. Мелатонин – нейрогормон, необходимый для обеспечения правильного функционирования нервной системы, сердца, сосудов. Полезные свойства, обычно наиболее простые продукты, являются наиболее полезными для организма. Это касается и грецких орехов, которые природа наделила почти идеальным соотношением белков, полезных жиров, пищевых волокон, растительных стеринов, антиоксидантов и многих витаминов и минералов. Поэтому среди всех орехов грецкий по праву считается королем. И употребляя по 6-7 плодов в день, можно защитить себя от большинства болезней. Грецкие орехи способствуют снижению риска возникновения рака простаты и молочных желез. Эксперимент на лабораторных мышах показал, что через 18 недель ореховой диеты злокачественные образования в клетках простаты замедляются в росте, уменьшается площадь поврежденных тканей. После ряда опытов исследователи обнародовали утешительные результаты: этот плод способен на 30-40% снизить активность раковых клеток. А риск развития злокачественных образований в молочных железах на фоне потребления грецких орехов снижается вдвое. Работа мозга.
плоды, содержащие витамин Е, фолиевую кислоту, мелатонин, омега-3, жирные кислоты, а также антиоксиданты, оказывают благоприятное воздействие на работу мозговых клеток. Все названные вещества входят в состав грецких орехов. Недаром еще в древние времена люди считали эти плоды полезными для мозга. Даже сама природа открыто намекает на это формой орехового ядра. Исследования при участии пожилых людей показали, что регулярное потребление орехов значительно улучшает память. Аналогичный эффект подтвердился в результате эксперимента при участии молодых людей. На протяжении 10 месяцев ученые наблюдали за лабораторными мышами с болезнью Альцгеймера. Оказалось, после ореховой диеты их память и навыки обучения значительно улучшились. А после 8 недель потребления грецких орехов у животных замедлились возрастные преобразования в клетках мозга. Польза при сахарном диабете. Диетические ореховые жиры благотворно воздействуют на метаболизм у людей, страдающих диабетом 2 типа. Известно, что одним из побочных эффектов этой болезни является избыточный вес. Регулярное потребление грецких орехов, примерно четверть стакана натощак, снижает не только массу тела, но и уровень глюкозы в кровотоке. Кроме того, этот полезный продукт помогает укреплять сосуды, что также важно для диабетиков. Побочные эффекты. Продукты, такие как грецкие орехи, с практически идеальным химическим составом, в некоторых случаях могут нести опасность. Все дело в том, что этот плод является одним из наиболее распространенных и сильных аллергенов. Всем спасибо за просмотр, если информация была полезна для вас. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и писать ваши комментарии, буду всем очень рад. Всем удачи и до новых встреч!